В 2017 году эколог, изучающий поведение животных, Марк Лейдер, задокументировал весьма странное поведение пальмовых воров. На небольшом острове в Индийском океане он установил камеры, чтобы лучше понять, как они добывают пищу. И однажды глубокой ночью одна из камер засняла нечто неожиданное. Пальмовый вор забирался на дерево. Да, именно забирался. Добравшись до невысокой ветки, где спала Алуша, морская птица, он медленно вытянул лени, крепко схватил ее за крыло и хруст. Одним движением сломал птице крыло, после чего та рухнула вниз. Алуша пыталась сопротивляться, но это было примерно как драться с живым танком. Рак-отшельник даже не дрогнул и принялся методично колотить добычу, пока та не перестала двигаться. И всего через 20 минут на место подтянулись еще 5 его кровожадных приятелей. К утру от птицы не осталось вообще ничего. И когда я говорю «ничего», я имею в виду, ее полностью съели. Позже Лейдер обследовал соседние острова и обнаружил не менее мрачную закономерность. Там, где плотность пальмовых воров была высокая и практически отсутствовали морские птицы, гнездящиеся на земле. Зато на единственном соседнем острове, где этих ракообразных не было вовсе. Такие птицы спокойно вели гнезда прямо на земле, как им положено. Получается, целое сообщество морских птиц было буквально вытеснено, а точнее, локально уничтожено членистоногими. Ах да, кстати, пальмовые воры технически вообще не крабы. То же самое относится к камчатскому крабу, фарфоровым крабам и некоторым другим видам. Все они лишь внешне напоминают настоящих крабов, хотя происходят из других групп десятиногих ракообразных. Почему же настолько разные животные снова и снова приобретают почти одинаковую форму тела? В биологии это явление называют конвергентной эволюцией, процессом, при котором неродственные организмы независимо развивают похожие признаки. По современным данным, крабообразная форма тела возникала как минимум 5 раз у разных линий десятиногих ракообразных. Именно поэтому появилась популярная шутка, что «со временем все становится крабом». Буквально это, конечно, неверно. Что вообще означает «стать крабом»? Большинство десятиногих ракообразных изначально имеют длинное подвижное брюшко, как у креветок, омаров или раков-отшельников. Оно помогает быстро уплывать от опасности, но одновременно остается самой уязвимой частью тела. При переходе к крабообразной форме панцирь становится шире и более плоским, а брюшко уменьшается, загибается под тело и оказывается защищено снизу. Этот процесс называют карцинизацией. Такая конструкция делает животное компактнее и лучше защищает его от хищников. Яркий пример – камчатский краб. Современные исследования показывают, что его предки были близки к ракам-отшельникам, которые использовали пустые раковины моллюсков для защиты мягкого брюшка. Однако одна из эволюционных линий постепенно укрепила собственное брюшко и перестала зависеть от раковин. Благодаря этому размеры животных больше не ограничивались найденным убежищем, и со временем появились настоящие гиганты. Крупные особи достигают почти 2 метров в размахе ног и весят более 10 килограммов. Похожий путь прошел и пальмовый вор. Молодые особи также используют пустые раковины, но по мере взросления укрепляют собственное брюшко и полностью отказываются от них. Кроме того, у взрослых животных развиваются специальные органы, позволяющие эффективно дышать атмосферным воздухом. Поэтому почти вся их жизнь проходит на суше, хотя самкам по-прежнему приходится возвращаться к морю, чтобы выпустить личинок. Не менее впечатляет их сила. Исследование 2016 года показало, что клешни крупнейших пальмовых воров способны развивать усилия около 3400 ньютонов. Для сравнения, сила хвата человеческой кисти составляет примерно 400 ньютонов. Однако эволюция может идти и в обратную сторону. Лягушачьи крабы из семейства Ранинидае со временем вновь приобрели более вытянутое тело, приспособившись к жизни в песке. Этот процесс называют декарцинизацией. Сегодня ученые считают, что важную роль в подобных изменениях играют древние хокс-гены, управляющие развитием частей тела. Иногда для появления новой формы достаточно изменить активность уже существующих генов, а не создавать новые. Именно поэтому разные группы десятиногих ракообразных независимо приходили к очень похожему строению тела. При этом ученые до сих пор выясняют, одинаковые ли генетические механизмы лежат в основе этих изменений. История крабообразных показывает, иногда природа снова и снова приходит к одному и тому же решению, если оно оказывается особенно удачным.